Друзья, всем привет! Сегодня у нас полезные советы и хитрости, которые помогли мне в одиночку легко и просто смонтировать на фасад доску или планкен. Те, кто следит за моим каналом в Telegram, в курсе, что у меня неспешно идет стройка мастерской, хозблока или гаража для садовой техники, а скорее всего все вместе. До этого уже была смонтирована мягкая черепица на крышу и стены. Постройка выполнена в стиле барн. На переднюю часть было решено использовать планкен с размерами 140 на 20, материал лиственница. Материал, как и весь остальной фасад, для этой постройки я заказал в компании Технониколь. По деревянной отделке теперь у них есть целая категория на сайте. Это либо, как у меня, классический прямой планкен с фасками, либо скошенный. Какой выбрать, зависит от ваших предпочтений. Я изначально хотел монтировать его вертикально, поэтому посчитал, что мне больше подойдет классический. Также из дерева есть террасная доска, доска пола, евровагонка. Это все из лиственницы. Если кому понадобится, оставлю ссылку в описании и сами посмотрите. Итак, продолжим. Для тех, кто не в курсе, планкен, да и любую доску необходимо монтировать с зазором 3-5 мм. Можно больше, если так запланировано, но не меньше 3 мм. Так как время от времени планкен будет принимать или отдавать влагу и, соответственно, разбухать, то есть расширяться, или усыхать, становиться меньше. Для того, чтобы во время этих процессов планкен не подщелкивало, как раз таки и необходим зазор. Для себя я выбрал отличный способ использовать в качестве инструмента для соблюдения зазора вот такой угольник Свенсона. Угольник легкий, алюминиевый, толщиной 4 мм, как раз то, что нужно. Просто прикладываю его к планкену, прижимаю и прикручиваю. Работать удобно. Кстати, прикручиваю планкен вот такими саморезами, которые имеют много всяких свойств. Во-первых, они имеют на конце небольшое сверло, соответственно, их можно монтировать без предварительного сверления. Возле головки есть спецрезьба, которая докручивает саморез. С обратной стороны головки есть засечки для озенковки, чтобы саморез легко утапливался. Саморезов почти не видно, монтирую планкен прямо в лицо. Но можно использовать и скрытый крепеж, кому как нравится. Купил вот такую ручку в местном магазине. Как раз подумал, подойдет под стиль. Но приглядевшись, после покупки понял, что она выполнена небрежно, со следами от диска, не шлифована и покрашена какой-то морилкой. Потом я посмотрел на планкен и понял, что он выглядит солидней, и решил переделать эту ручку. И вместо той деревяшки использовать коротыш от планкена. Я его заторцевал и распустил на нужный размер. Далее нужно было снять фаску, а фрезер на такой маленькой дощечке заваливается. Чтобы этого не происходило, я взял отпиленный кусок и приложил заготовку к нему. Как видите, фрезер стоит устойчиво, и фаска получается отлично. То же самое сделал и на второй стороне. Также я сделал углубление для крепления ручки и прикрутил саморезами за подлицо, чтобы ничего не цеплялось. Вот такая ручка получилась, выглядит, на мой взгляд, очень неплохо. Хоть производство открывай, ведь остатков от планкена у меня в любом случае немного будет. Друзья, пишите, могу сделать на заказ за спасибо. Только пришлите крепление. Так потихоньку я смонтировал нижнюю часть. Верхняя часть, а точнее фронтон, нуждается в запиливании каждой доски под угол крыши. И вот, чтобы не бегать вверх-вниз для измерений и примерок, был использован вот такой простой метод разметки досок на земле, который использовали кто его знает сколько лет назад и будут использовать кто его знает сколько лет вперед. Заключается он в следующем. Ищем плоское основание, прикручиваем, прибиваем ровную палку к основанию и все. Берем одну доску, которую все-таки надо примерить на фронтоне, и кладем ее на плоское основание, уперевшись нижней частью в ровную доску или в моем случае брусок. Далее берем следующую доску, упираем в брусок и, оставив зазор, размечаем. Верхний край первой доски будет равен нижнему краю следующей доски, если мы идем к коньку. А если идем от конька на уменьшение, то, соответственно, наоборот. Нижний край первой доски будет верхним краем следующей. Соответственно, первую забираем и монтируем, а вторая становится первой. И так, пока не кончится фронтон. Я потом по 5 досок так выстраивал на земле и спокойно монтировал.
Также хочу поделиться советом, как смонтировать одному карниз или свес с цельными досками. Использовал вот такие клещи для сварщика. Первая доска отлично прижимается, а для второй и третьей я использовал вот такую проставку. Очень удобно. Если крыша не слишком толстая, отличный способ. Друзья, вот такое видео получилось. Надеюсь, взяли для себя что-то полезное. И если это так, то ставьте лайк, а в комментариях напишите свое мнение по такому фасаду. Достойно выглядит или не очень. Обязательно подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на канал в Telegram. Там видео, как я монтировал фасад, уже было неделю или две назад. Также сейчас идет стройка дома, активно освещаю эти события там. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!